Существуют пропагандистские нарративы, которые не так уж интересно разбирать, потому что это проповедь пастве. Довольно сложно себе представить, что мой канал вдруг посмотрят те зрители, которые убеждены в нацистских взглядах Зеленского, верят в существование боевых комаров, в масонский заговор против России и так далее. Все это льется каждый день из телевизора и, к сожалению, находит свою аудиторию. Но, тем не менее, существуют некоторые сюжеты, которые не столь очевидны и задевают душу не только зрителей Владимира Соловьева, но и убежденных противников войны, а тем более людей нейтральных взглядов. Сегодня мы обсудим 3 мифа пропаганды, которые встречаются чаще других. Речь пойдет, во-первых, о том, что Украина погрязла в долгах и должна будет странам Запада после войны не расплатиться никогда. Во-вторых, о единстве российских элит, что, мол, там все как один поддерживают Путина. И, в-третьих, о том, что санкции якобы не работают совсем. Давайте начинать. Миф первый. Долговое порабощение Украины. Этот миф толкает не только пропаганда, но и многие спикеры, желающие выглядеть нейтральными и притом прагматичными. Миф этот заключается в убеждении, что сейчас вот западные страны дают Украине кучу кредитов, а как закончится война, Запад придет за своими деньгами и процентами, на чем жутко обогатится. Те, кто такое утверждает, кто говорит, что после войны в Украину приедут коллекторы с бейсбольными битами и заберут все, что не успела разбомбить Россия, и страшно на этом наживутся, они либо вовсе не понимают, как работает современное государство, либо вешают лапшу на уши доверчивой публике. Потому что в чем дело? Не существует способа просто вынуть деньги из бюджета или резервов и перевести их со счета на счет другому правительству. Любая программа безвозмездной помощи проводится отдельным законом, где подробно описывается, кому даем, на что даем, сколько, откуда мы это возьмем, за какой срок и какими порциями будем это все выдавать. В нормальных государствах прохождение такого документа от разработки до вступления в силу – это годы, в лучшем случае, когда быстро надо месяцы бюрократической работы и политических дискуссий. Кроме того, как правило, такие документы начинают работать только в следующем бюджетном году. Собственно, это мы видели, как это работает недавно. Многие программы американской помощи Украине, принятые еще весной, превратились в реальные деньги только с 1 октября, когда заработал новый бюджет американский. Проводить через такие программы помощи каждую $100 миллионов, которые нужны Украине каждый день и прямо сейчас, означает просто пригласить Путина в Киев. Этот инструмент неадекватен задаче. Зато есть очень удобный, давно отработанный механизм – межгосударственное кредитование. Для выдачи кредита не нужен ни парламент, ни закон, не нужно городить бюрократию и переверстывать бюджет. Выдать экстренный кредит, который завтра уже будет прям деньгами на счетах Нацбанка Украины, а не обещаниями, это в целом не сложнее, чем скинуть другу деньги по номеру карты. И существует не только механизм кредитования, но и механизм списания долгов. Не впервые развитые страны оказывают экстренную экономическую помощь под видом кредитов. Каждый чиновник, который подписывает кредит Украине, каждый, кто его рассчитывает, каждый клерк банка, который вбивает номера счетов, все они прекрасно понимают, что эти деньги не будут возвращены, что они будут списаны. Помешанная на деньгах российская власть очень любит все сводить к деньгам и все объяснять корыстными мотивами. Но нет, никто Украину в рассрочку не покупает. Никакое правительство на войне не наживается. Никаким поколениям украинцев не придется работать в урановых шахтах, чтобы расплатиться с этими кредитами. Кредит в данном случае просто форма помощи. Этот миф не столько выдуман, сколько идет от разности мировоззрений. Мышление политиков, зависимых от избирателя, сильно отличается от мышления мелкого политтехнолога. Прежде чем перейдем к следующим 2 мифам, прервемся на небольшое, но важное некоммерческое объявление. Послушайте, пожалуйста. В то время как российское государство борется с мнимыми неонацистами, Федерация еврейских общин Украины помогает пострадавшим от войны. Организует эвакуацию и гуманитарную помощь, решает проблемы с репатриацией, размещает беженцев и поддерживает тех, кому удалось выехать в Европу. Изначально Федерация еврейских общин Украины создавалась, чтобы помогать отдельным общинам в повседневной работе, проводить еврейские праздники, развивать еврейское образование, возрождать традиции и культуру. На сегодняшний день Федерация объединяет более 163 общин в городах, общее еврейское население которых составляет 500 000. Теперь же, являясь одной из самых организованных общин в Украине, Федерация стала спасательным хабом.
Она приютила и помогла десяткам тысяч беженцев по всей Украине и за рубежом, вне зависимости от их национальности. Также организация доставляет продовольственные наборы всем, кто в этом нуждается. Несмотря на сложность логистики, Федерации удается осуществлять адресную доставку даже в самые труднодоступные места. В одном продовольственном наборе 4 коробки, в 2 продукты питания, в одной вода, еще в одной средство личной гигиены. Все самое необходимое. Федерация приготовила уже более 45 тысяч таких наборов и сейчас планирует добавить к ним пауэрбанки. Очень полезная вещь при перебоях с электричеством. Один такой набор стоит $85. Среди тех, кому нужна помощь, многодетные семьи, старики, инвалиды, малообеспеченные жители. И с каждым днем войны все больше тех, кто нуждается в поддержке. А Федерация нуждается в спонсорах. Если вы можете помочь, пожалуйста, оплатите 1 набор. Или 10 наборов, если можете. А может быть, вы можете даже 100 наборов. $8,5 тысяч. А тут, может быть, даже и 1000. Ну, это уж я не знаю. Если вы что-то такое можете, пожалуйста, переходите по ссылке в описании. Это очень важно. Миф второй. Единство российских элит. Миф о консолидации российских элит вокруг Путина и войны на первый взгляд даже может показаться правдой. Никто не ушел, все поддерживают, а в ответ на прямой вопрос всегда готовы зигануть хоть 2 руками сразу. Но есть нюанс. Если вы посмотрите внимательно на верхушку российской властной пирамиды, то обнаружите изумительную штуку. Чем больше у человека реальных полномочий, чем более реальная у него должность, чем больше у него силового, властного, финансового, политического ресурса, чем выше его шансы поучаствовать в какой-то будущей игре престолов, тем меньше этот человек болтает ртом. Кто у нас главный производитель кровавой слюны? Кто у нас каждый день обращает весь мир в ядерный пепел? Дмитрий Анатольевич Медведев. Человек, которого за 10 лет просто уничтожили, у которого отобрали все, лишили поста, скинули с финансовых потоков, пересажали все окружение от Абызова до Магомедовых. Он никем не руководит, не распределяет ни копейки бюджета и занимает выдуманную должность. Такой вот у нас ястребенок войны. Или Рамзан Кадыров. Кто такой Рамзан Кадыров? Глава 70-го по валовому продукту региона России, населением с восточный округ Москвы. Да, все 135 миллиардов годового бюджета Чечни – это его личный карман, с которым он может позволить себе жизнь саудовского принца. Но это же объем расходов Санкт-Петербурга за 1,5 месяца. А личная армия Кадырова мало того, что смехотворна по численности, так еще и за год всем показал, на что способна. Да, в соцсетях Кадыров по-прежнему берет Киев, Одессу, Варшаву, ставит Запад на колени и позирует с автоматом. Но ни ресурсов, ни влияния в реальном мире, а не в мире ТикТока, у Рамзана Кадырова нет. Депутаты, сенаторы, какие-то члены каких-то советов. Весь этот политический мусор, мигрирующий от Соловьева к Скобеевой с шизофреническими совершенно речами, регулярно выпрыгивают из штанов в верноподданническом угаре. Но все это люди без имен. А кто у нас имеет реальные полномочия? Михаил Мишустин. Единственный человек, который автоматически станет президентом, если Владимир Путин вдруг захворает и не сможет исполнять свои обязанности. Или Сергей Собянин, самый ресурсный чиновник в России. Они и все министры, кроме Шойгу и Лаврова, высказываются так, будто являются не лидерами воюющей диктатуры, а пресс-службой компании, допустившей какой-то факап. Всякий раз высказываются так, чтобы за слова не притянул никто, ни нынешний правитель, ни будущий. А олигархи? Забудем даже о людях типа Фридмана, которые всегда фигу в кармане держали. Но где, например, Игорь Иванович Сечин? Буквально первый апостол, который с Путиным с самого начала, который вместе с ним в Москву переехал, за Путиным чемодан носил, который федерального министра в тюрьму отправил, который формально начальник главного поставщика нефтедолларов, Роснефти, а неформально второй человек в стране. Он будто помер. Его просто нет. За год дожили до того, что на словах Игорь Иванович мы понимаем уже Стрелкова, а не Сечина. А российские элиты можно смело делить на 2 большие группы. Тех, у кого нет ни будущего, ни ресурсов, и так, кто в любом случае будет похоронен в пирамиде вместе с фараоном, и тех, кто, в принципе, понимает, что Путин не вечен так или иначе, что кто-то обязательно будет делить пирог его власти, мириться и договариваться с Западом,
что до тех пор не нужно своим светлым ликом слишком часто мелькать на страницах ведущих мировых медиа рядом с призывами к геноциду. Когда, с одной стороны, совершенно бессмысленные ребята каждый день заливают публику кровью изо рта, а реальные элиты с настоящими должностями, влиянием и деньгами помалкивают и сидят в режиме ожидания, это называется как угодно, но только не единство элит. Миф третий. Санкции не работают, российская экономика даже с ними не замечает войны. Все, что мы сейчас понимаем из тех данных, которые еще остались не секретными, а их, кстати, осталось не очень много. Так вот, то, что мы сейчас понимаем, это что 2022 год Россия прожила на инерции и запасах. Причем это касается и войны, и экономики в целом, и бюджета, и бизнеса. Сколько стоят все те тысячи единиц техники, которые навсегда остались на полях Украины? Сколько стоят десятки ракет и десятки тысяч снарядов, ежедневно отправляемых на территории соседа? А 150 сбитых самолетов и вертолетов? С точки зрения бюджета ничего не стоит, потому что они уже были, потому что за них было заплачено сильно раньше. Бесплатное наследство в значительной степени потрачено. Его придется восполнять, и восполнять быстро, а значит, это очень дорого. Самые болезненные и самые настоящие санкции, а именно ограничения на экспорт российского сырья всех видов, вступили в силу либо в конце прошлого года, либо в начале нынешнего. А раньше же работала парадоксальная в своей бессмысленности схема, когда в ожидании санкций покупатели российского сырья забивали свои резервы, чем взвинчивали цены и фаршировали Путина валютой. Поскольку такого масштаба санкций на такую большую страну, как Россия, никогда в прошлом не вводились, то заработали они не сразу и имели множество обходных путей. Но пути эти не бесконечны, обходить санкции будет сложнее. Компании, объявившие о своем уходе из России еще весной, в реальности свернули бизнес тоже только к концу года. Они продолжали платить аренду, зарплаты, налоги, распродавать запасы, продолжали финансировать российский бюджет. Какая компания одной из первых объявила об уходе из России? H&M. А когда она устроила финальную распродажу в Петербурге? В ноябре. Что такое 2022 год с точки зрения государства? Это время, когда деньги все еще продолжали литься рекой, а расходы на войну все еще не такие большие. Война еще едет на старых запасах. Какие бы дыры в экономике ни возникали, их всегда можно заткнуть бесплатной валютой. Тем не менее, даже прошлый год закончился с дефицитом федерального бюджета в 3,3 триллиона рублей, хотя планировался профицит почти в 2. Правительство потратило на 5 с лишним триллионов больше, почти на 2 бюджета Москвы, больше, чем планировало. Даже прошлый год закончился снижением всех статей доходов, включая нефтегазовые, а расходы увеличились. Этот же год, когда запасов стало меньше, а расходов еще больше, и вовсе показал небывалый дефицит – 1,7 триллиона только за январь. Впервые с кризиса 1998 года дефицит бюджета превысил поступление в него. Да, январь – особенный месяц, по нему нельзя считать. Тем не менее, ничего подобного мы раньше не видели. Страшно ли иметь такой дефицит бюджета? Для абстрактной страны в вакууме дефицит бюджета в 3% ВВП – это вообще ничто. Развитые страны живут при дефиците в десятки процентов ВВП, прекрасно чувствуют себя и растут. Разница заключается в том, что развитые страны и развивающиеся страны с адекватной репутацией встроены в мировую финансовую систему. У них нет проблемы выйти на рынок и одолжить столько денег, сколько им нужно. Вложения в суверенные долги – это самые надежные инвестиции. Но только это не наш случай, не случай нынешней России. Мало кто готов инвестировать в долг страны с такими политическими рисками. Мало того, что долговые обязательства России в любой момент могут оказаться под санкциями и обесцениться, но это меньший риск по сравнению с совершенно непредсказуемым правителем, который в любой момент может сказать: иностранцам из недружественных стран мы больше по долгам вообще не платим, который в любой момент может развязать новую кровавую авантюру. Даже если в российские долги и вкладывают, то под такой процент, который риски эти покрывает, под процент близкий к микрозаймам. Таким образом, дефицит бюджета финансировать нельзя. Единственный выход для России – тратить резервы, которые не бесконечны, и в бесконечность раз меньше, чем то, что можно было бы занять в нормальной ситуации. В нормальной ситуации дефицит можно держать десятилетиями, как это делают США, например. В случае России – только пока не кончатся деньги.
точно так же, как и государство, переживал этот год российский бизнес. Потому что российский бизнес особенный. У российского бизнеса все всегда не слава богу. Американский бизнес никогда не будет содержать складских отстатков больше, чем ему нужно сейчас. Потому что это выбрасывание денег на ветер. Если для работы твоего парка сельхозтехники, например, нужно держать на складе 10 новых двигателей, то ты их не будешь там держать 50. Лучше деньги на лишние 40 вложить в развитие, арендовать новое поле и купить еще 2 трактора. А если двигателей станет мало, то к тебе через 2 дня привезут еще, ведь производство и логистика прекрасно работают. Американской экономике, кстати, такая стратегия вышла боком в период ковида, когда нарушение логистических цепочек реально останавливало предприятия и оставляло пустыми магазинные полки. Но беда типа ковида случается раз в столетие. Не стоит ради таких рисков превращать деньги, которые можно потратить на инвестиции, в пылящиеся складские резервы. У российского же бизнеса все наоборот. У российского бизнеса ковид в Кремле почти четверть века сидит. Российский бизнес привык работать с правительством, которое никогда, ни на одну секунду не задумывается о последствиях своих поступков. Мы с вами знаем громкие случаи, вроде антисанкций 2014 года, когда большой дубиной просто грохнули кучу импорта из всего Евросоюза, а импортерам, попавшим со всех сторон, потерявшим бизнес и деньги, предложили сосать лапу. На деле похожих историй представитель любой отрасли сможет рассказать на целое собрание сочинений. Расскажет, как вводили какое-нибудь новое лицензирование, новую систему учета, маркировки, упаковки. Как в час X оказывалось, что все это нифига не работает, и целая отрасль вставала колом. Не спрашивайте мужчину о его зарплате, не спрашивайте специалиста алкогольного рынка, как вводили ЕГАИС. Наш бизнес привык, что законодательство может в любой момент на лету поменяться, и любая отрасль может оказаться вне закона. Или что правительство с кем-нибудь поссорится и границы закроют. Поэтому наш бизнес привык иметь стратегический запас прочности на случай новой беды, особенно если он работает с зарубежными клиентами или поставщиками. 2022 год для всех стал годом проедания запасов. Понятно, что до контрнаступления Украины и до начала мобилизации всем, и правительству, и бизнесу казалось, что эта история конечна, что надо перетерпеть, ужаться, найти временное решение, потратить резервы, костылей нагромоздить и как-то переждать. Ну, как в 2020-м. 3-4 месяца пострадали, а потом быстро отпустило. В феврале 23-го даже самым наивным людям ясно, что эта история не имеет конца. Что она закончится только после Путина. Что пока он у власти, война не прекратится. Санкции не снимут, границы для товаров не откроют. Приличные зарубежные банки не начнут работать с нашими компаниями и правительством, а решения, которые были хороши, чтобы перетерпеть несколько месяцев или год, на долгий срок уже не работают. Опять же, очень многие проблемы российский бизнес мог бы решить, имея он доступ к внешним рынкам капитала. Разместил облигации на бирже, покрыл дефициты. Но российскому бизнесу может помогать только государство. И только до тех пор, пока на то есть резервы. Сейчас у российского бизнеса нет нормального доступа к запчастям для импортных тракторов. О каких капиталах вообще может идти речь? Можно ли обойти санкции? Можно. Но это нам легко ответить одним словом, мол, можно. Для каждой компании каждый раз это отдельная задача. Найти поставщика, найти посредника, придумать, как провести платеж, как доставить это все в Россию, как заставить неоригинальную деталь работать. Да, Индия готова закупать много российской нефти, но на таких ценовых условиях, на которые российские экспортеры никогда бы в мирное время не пошли. На вполне официальных конференциях вполне лояльный бизнес говорит открыто. Китай, он друг, товарищ и брат, конечно, но каждая сделка — это квест по поиску лояльного банка, по выстраиванию какой-то хитрой схемы, чтобы никто не попал под вторичные санкции. У Китая своя платежная система, но внутри нее все тот же SWIFT. Китай улыбается и лапку жмет, но китайский UnionPay в России так и не появился. Дешевую нефть, алюминий и все на свете Китай покупать хочет, но так, чтобы никто этого не видел. Работают ли санкции и изоляция? Может ли страна тянуть под ними войну? В этом году мы узнаем, до какой степени. Потому что прошлый для всех был попыткой переждать санкции и войну. В этом году так не получится. Россия будет жить под санкциями и с войной. Да, всем, и нам в какой-то степени тоже казалось, что российская экономика разом рухнет в яму западных санкций. Этого не случилось. Причина того, почему не случилось, я описал в этом ролике раньше.
Слишком большая экономика, накопленные запасы, слишком мощная инерция, а некоторые санкции на первом этапе и вовсе дали обратный эффект. Настолько резкий приток валюты, такой, что рубль едва не улетел на докрымский уровень. Но пролететь яму на скорости и ехать по дороге целиком, состоящей из ям, это разные процессы. Это разница между тем, чтобы жить и выживать. Человек такое существо, что кратковременно может выживать почти в любых условиях. Почти всегда из экстренных обстоятельств можно найти экстренный выход. Но это не значит, что в любых обстоятельствах можно жить. Я специально собрал сегодня тейки пропаганды, которые звучат убедительно, которые кажется, что опираются на реальность, которые проникают и в стан противников войны и Путина тоже. Но надо помнить, что это все еще тейки пропаганды, просто для другой аудитории, для которой комары с геном ЛГБТ не годятся. Давайте помнить. Ну и отправьте, может быть, кому-нибудь это видео или запостите его в соцсетях. Вдруг среди ваших читателей тоже есть те, кто в это верит. До завтра.